А что это вы здесь делаете ночью на кладбище? Что я здесь делаю? Вы знаете, я решил раскопать одну старую идею, а то уснуть не дает. Решил я экранизировать собственный рассказ, написанный в давнее время. Ну, насколько это возможно, силами Дейза. Так что запирайтесь под одеяло, налейте себе чего-нибудь горяченького. И желаю вам лампового просмотра игрушечного ужастика в стиле старого ретро. Рассказ Патрона Валдамана. Радиосигнал Горка. Все начиналось как обычная студенческая практика. Мимо сонных сельских пейзажей мы прибыли в колхоз Горка на стареньком обшарпанном автобусе. Горковский колхоз, который был славен своим сельским хозяйством на всю Чернорусь, обычно шумный и суетливый, встретил нас провинциальной тишиной, характерной для периода после сбора урожая ранней осенью. А посреди опустевшего двора наш пыльный уставший автобус встречал сам председатель знаменитого колхоза. Мне он тогда показался добрым, приветливым дядькой, искристые в лучинках морщин глаза, круглое румяное лицо пышущего здоровьем мужика средних лет. Нам, практикантам, показали, что где, накормили в столовой, налили по чарочке местного самогона, зачем последовали воодушевляющие речи и наставления опытного председателя. Еще бы, этот колхоз был предметом его гордости. А после нас отправили по хатам расселяться. Нас поселили в уютные домики подвое, у каждого своя комната. Знакомство с соседом, пожалуй, отложу до завтра. Пора спать. В колхозе поднимают рано. Но если бы я знал, каким будет этот рассвет. На следующий день по приезду меня разбудил вымораживающий душу крик моего сожильца-пахатика. Вскочив с просонья, я не мог поверить глазам. Бледные колхозники с окровавленными ртами вытащили соседа через окно. Голова и плечи его были в крови. Визжащая толпа собралась возле искалеченного тела. Упав на пол, я замер, пытаясь понять, что происходит. Сердце бешено колотилось. Сердце немного улеглось с утра. Я уже понял к полудню, что случилось что-то глобально ужасное. Причем в аккурат к приезду практикантов из города, молодых агрономов, ветеринаров, экологов и сельских учителей.
И еще вчера спокойные улицы колхоза заполнили чудовища. Из каждого дома, из каждого переулка выползали бывшие колхозники, которых трудно было узнать людей. Подхватив со стола старый молоток, я решил выбираться из своей дальней хаты. А дальше со всего духу, до конца улицы. А в конце улицы меня заметили и догнали обезумевшие колхозники. Первому удалось размажить голову почти сразу, второй же, несмотря на повреждения, полз за мной до самых дверей склада. И уже потом меня охватила паника от непонимания того, что происходит, и как я сам осмелился вот так убивать людей, хотя и странных, разбивая их черепа. Успокоившись, я быстро сообразил, что бежать из поселка по дороге или через лес — это плохая затея, и все кончится для меня очень быстро. Вооружившись топором, я решил пробраться в клуб. Тут, по крайней мере, неподалеку была столовая и склад. Кроме консервов неизвестного срока давности, на складе была рация. Я в нее куковал каждые полчаса, и на удивление, через время откликнулась эвакуационная группа. Тихий, уверенный голос представился капитаном Чернорусской армии Гунда Подольский. Как он объяснил, что так как наша горка не так уж далеко от портов эвакуации Светлоярска, и шансы спасти меня есть. Только нужно прорваться сквозь стадо зомби, идущих на запад из Березина. Если все выйдет, то команда прибудет в течение 3 суток, не позже. Я постараюсь ждать, я постараюсь выжить. За окном льет ливень, и я слышу всхлипы и рёвы председателя, который придет вдоль построек, роняя тягучую слюну на раскисший двор колхоза. Темно, где ты, и это повод для тех, кто ждет из темноты. Объяла хутор ночь, что хоть глаза кали, чтобы дожить до утра, ты Бога помоли. О, нас ждут из темноты. Мы на краю села с тобой давно живем, и чистая родня нас хочет свеч живьем. Смотри в окно, глядит твой умерший отец. Еще немного ждать, и нам придет конец. Нас ждут из темноты. Вон паразита. Кушать хочу. Дай мне его, да.
Иди-ка, подойди ко мне-то, подойди. О, нас ждут из темноты. О, нас ждут из темноты. Понятия не имею, сколько лет этим консервам на складе, но убирать не приходится. Я стараюсь передавать по рации обстановку каждые 2 часа, но мне явно нехорошо. Я понимаю, что температура и давление давно не в норме. Я видел движение в свинарниках напротив клуба. До темноты там кто-то метался и кричал, звал на помощь, но я не решался выйти. В клубе у меня были рации и консервы, а за окном клуба сновал туда-сюда председатель, вернее его чудовищное тело с красными глазами, таким же круглым, но уже не красным, а синим лицом. Красные глаза, морщинистое лицо без признаков человеческого, которое было в день моего приезда. Я боюсь подойти к окну. Сбоку свинарника даже появлялись какие-то люди. Разжигали костер. В руках я видел винтовки, на головах потертые советские шлемы. Я не решался выйти. Я надеялся на свои консервы и свою рацию. Я не подаю признаков жизни. Холодает. Кровь пульсирует в моих висках. Несмотря на ужас, который никуда не улетучился, меня просто вырубает в сон. И я дремлю прямо на полу, перед дверью, за которой бродит зомби-председатель и еще несколько бывших колхозников. Сыночек, дай с дорожки хлебушка на дорожку. Ой, разновато немедленно. Тебе Я все еще слышу шелест рации. Капитан Бодовский периодически кричит в нее, чтобы я ни в коем случае не спал, что сон вызовет всплеск развития инфекции, если она есть в моей крови. Я чувствую равнодушие ко всему. Я не понимаю, сплю я или нет с сегодняшнего утра. Взрывом вдыхаю воздух. Звон стекла. Меня вытаскивают в окно. Удивительно быстро соображаю, что сейчас со мной случится то же, что с моим сожителем по хате в первый день. Выныриваю из пуховика, оставляя его в руках упырей, роняю топор. Развернувшись, снова топор подхватываю и рублю бледные язвенные руки клешни, тянущие мой пуховик в окно в дождливую бездонную ночь. Темная кровь заливает стену и пол перед окном. Отрубленные конечности все еще шевелятся спустя минуту. Отползаю к печке, обняв топор. Скоро утро. Надеюсь, голос из рации не подведет, и капитан Гунда Бодовский успеет.
Меня будут голоса птиц. Ласковые, переливчатые голоса. Я открываю глаза, и солнце, искристое, теплое, заставляет меня сощуриться. Удивительное ощущение, что мне вчера приснился какой-то дурной сон. Я вижу за дверью председателя Горковского колхоза. Он оборачивается. Добрый, приветливый дядька. Искристые, в лучинках морщин глаза. Вот просто добрый батя. Ощущение, что я знаю его очень давно. Я непроизвольно улыбаюсь, и он в ответ, по-доброму ухмыльнувшись, расставляет мне руки навстречу. Как же он приятен. Просто как родной человек. Вдруг в колхозные ворота врываются какие-то черные тени. В их руках хлопающие палки, от всплесков которых сначала падают помощники председателя, а потом и он сам. Я чувствую невероятную силу в своих руках. Мне бы только зацепить пару раз любого, разорвать этих чудовищ, которые помешали радости, найденной только что. Набирая скорость, мчусь навстречу непонятным существам в шлемах с дымными палками. Из отчета капитана Бодовски о спасательной экспедиции в Горку. В поселке Горка выживших не обнаружено. В колхозе близ поселка работала рация, где один выживший передавал координаты в течение 2 суток. На момент прибытия обнаружить выживших не удалось. Как и опознать, кто именно передавал координаты по рации. Радио 4507. Проведена 100% эвакуация, зона отражения выполнена, поддерживается. Вот такая вышла история на тему размышлений, как бы это все могло в Дейзи начинаться, когда появились первые зараженные. Передать привет капитану Бодовски вы можете по ссылке в описании у него на канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и расскажите в комментариях вашу собственную страшную историю из Дейзи.